Привет стрелкам и любителям оружия! С вами канал Молот Оружия. Пожалуй, одной из самых ожидаемых новинок 2017 года в калибре 9,6 на 53 Lancaster является гладкоствольный карабин с ручной перезарядкой, получивший индекс ВПО 223, созданный на базе винтовки ВПО 114. Главной особенностью ВПО 223 является используемый патрон 9,6 на 53 Lancaster, который совсем недавно был разработан компанией Zaotech и сертифицирован как гладкоствольный патрон. Это стало возможным благодаря условно-гладкому каналу ствола с овально-винтовой сверловкой Lancaster. Идея создания данного патрона и целого ряда оружия к нему заключается в том, чтобы дать охотникам мощность и дистанцию, которой не хватало в гладкоствольном оружии. Если вы ранее не слышали о патроне 9,6 на 53 Lancaster, то рекомендую посмотреть видео на нашем канале. Итак, вернемся к оружию. Данный карабин был представлен на выставке в гостином дворе. Чтобы привлечь внимание посетителей стенда, компания Art Deckard изготовила для него ложе из ламината. В продажу карабин поступит в классическом ложе из ореха. Карабин производится с длиной ствола 600 мм. Ствол изготавливается методом холодной ротационной ковки. Канал ствола и патронник хромированы. Это значительно повышает ресурс ствола и увеличивает антикоррозийную стойкость, а также упрощает чистку после стрельбы. Консольно вывешенный ствол обеспечивает единообразие колебаний при выстреле, тем самым обеспечивая максимальную повторяемость выстрелов. Это положительно сказывается на кучности. Ствол оснащен дульным тормозным компенсатором, уменьшающий подброс ствола и делающий отдачу намного комфортнее. В случае необходимости установки другого дульного устройства имеется правосторонняя резьба с шагом 16 к 1 и контргайка для фиксации устройства в заданном положении. На стволе имеются прицельные приспособления, позволяющие вести стрельбу на дистанциях до 300 метров. Регулировка производится в вертикальной плоскости по высоте и перемещением целика в горизонтальной плоскости. Спусковой механизм выполнен в отдельном корпусе и имеет два винта регулировки, позволяющие настроить усилие нажатия спуска и длину его хода. Предохранитель рычажного типа во включенном положении блокирует спусковой механизм. Постановка в положение предохранения возможна только при взведенном затворе. О взведенном затворе сигнализирует красный индикатор, находящийся в задней части затвора. Ствольная коробка выполнена из стали и изготавливается методом холодной ковки. Для установки прицельных приспособлений на ствольной коробке имеется планка Пикатини. Запирание канала ствола производится на 3 боевых выступа. Это обеспечивает малый угол поворота рукоятки при перезаряжании. Питание производится из отъемного магазина емкостью на 3 патрона. Магазин фиксируется 2 защелками, расположенными по бокам. Карабин комплектуется 2 магазинами. Сегодня у нас будет насыщенный день. Проведем ряд тестов на разных дистанциях с использованием баллистического блока и посмотрим падение пули на разных дистанциях. Нас многие просят показать траекторию падения пули 9,6 на 53 Lancaster на разных дистанциях. К сожалению, я не могу проигнорировать эту просьбу, иначе нас снова засыпят этими вопросами. Построить график падения траектории и скорости пули возможно, не выходя из дома, зная значения, предоставляемые производителем. Техкрим публикует значения баллистического коэффициента и скорости для каждого типа пуль. Если у вас на компьютере имеется баллистический калькулятор, то все, что вам нужно, это ввести дульную скорость, вес пули и ее баллистический коэффициент. И вы сможете нарисовать траекторию для любой дистанции пристрелки. Но если вы не верите в математические расчеты, я проведу для вас этот условный тест. Я сделаю 3 выстрела по одной мишени на дистанциях 100, 200 и 300 метров. Целиться буду в центр мишени.
Чтобы выяснить падение пули, я сделал 3 серии на дистанции 100, 200 и 300 метров. Я делал 4 выстрела, но считал по 3 наилучшим, чтобы исключить свою ошибку. Винтовка у меня была пристрелена в ноль на 100 метрах. На 200 метрах падение у меня составило 10 сантиметров. И на 300 метров падение составило 66 сантиметров. У меня возникли некоторые проблемы с прицелом. Вот, я делал поправки. Результаты на 100 метрах, ну, по наилучшим отметинам, это 1,2 угловых минуты. На 200 метрах это 1,5 угловых минуты. И на 300 1,7 угловых минуты. Я считаю, что для гладкоствольного ружья это поразительные результаты.
Обычно я делаю несколько серий и выбираю из них наилучшие. Тем самым пытаюсь исключить ошибки стрелка. В этот раз все иначе. Я сделал несколько серий и все их вам покажу. Итак, первая серия. Расстояние между дальними отметинами 7 сантиметров. Это 2,4 угловых минуты. Вторая была точно такая же. Третья получилась наилучшая. Это 3,3 сантиметра. Это 1,1 угловая минута. И вот четвертая серия. Видимо, я устал. Что тут произошло, я не знаю. Но она совсем вся разнеслась. Теперь любой гражданин Российской Федерации, получивший лицензию на приобретение гладкоствольного оружия, может стать обладателем ВПО-223 в калибре 9,6 на 53 Ланкастер, который по своим охотничьим параметрам на близких дистанциях приближен к нарезным калибрам. Оставляйте ваши вопросы на официальном форуме «Молот оружия», ссылку который вы найдете под видео, а также в группах «Молот оружия» в социальных сетях. В ближайшее время ВПО-223 поступит в фирменный магазин завода «Молот» в городе Москве, а также к официальным дилерам «Молот оружия», контакты которых вы найдете на сайте molot.biz в разделе «Контакты». С вами был канал «Молот оружия». Владейте оружием ответственно. До встречи. С процедурой оформления покупки и доставки спецсвязью России вы можете ознакомиться на сайте molot.biz в разделе «Покупателям».